Привет, коллеги! В эфире Blondie Code. Я Аида Дроган, главный разработчик студии Silvercord VR. И сегодня я покажу вам, как из вот такой обычной скучненькой темплейты First Person от Unreal Engine сделать красочную демку с разноцветными снарядами, частицами и следами попаданий на любых поверхностях. Ссылка на исходники, как всегда, под видео. Можно прямо сейчас скачать мою демку и пострелять радужными шариками. А я расскажу в мельчайших подробностях, что же у нее под капотом. Давайте найдем блупринт снаряда BP First Person Projectile и посмотрим, что он из себя представляет. Это сферический меш, завернутый в Collision Component, и для этого актора описано событие Hit, то есть момент взаимодействия с другим актором на сцене. По дефолту снаряд исчезает сразу после попадания в объект, для которого включена физика. А если мы в такой объект не попали, то снаряд рикошетит от всех препятствий и исчезает через какое-то время. Окей, давайте сделаем эту демку интереснее. Итак, первым делом создадим папку, в которой будем хранить системы частиц. Я назвала ее VFX. А затем в этой папке создадим Ниагара-систему на базе готовой темплейты под названием Фонтан. Это будет след, который оставляет снаряд в воздухе. Назовем систему NS Trail. Получился такой симпатичный фонтанчик, и в принципе его уже можно прицепить к нашему снаряду. Переходим в Blueprint снаряда BP First Person Projectile и добавляем новый компонент в его Collision Component. Нам нужен Niagara Particle System Component, и в качестве ассета назначаем только что созданную систему частиц NS Trail. И если сейчас посмотреть во viewport, то мы увидим, как из шарика летит вверх фонтан частиц. Теперь этот фонтан приклеен к снаряду и следует за ним. И, наверное, мультяшная бомба с горящим фитилем как-то так бы и выглядела. Но мы хотим, чтобы след был чуть менее фонтанистым. Поэтому переходим в эмиттер фонтана и изменяем некоторые настройки. Первым делом я уменьшила диапазон Velocity в 10 раз, чтобы система не била фонтаном вверх, а больше напоминала хвост. Также я увеличила драг до единицы и уменьшила количество частиц до 40. Частицы мне показались слишком крупными, и я уменьшила их размер от единицы до 6. Также давайте создадим свой материал для частиц, который будет более сияющим. Находим оригинальный материал и дублируем его. Я назвала его Default Sprite Material Glow, а затем я перенесла его в папку с материалами нашего проекта. Вообще хорошая практика не использовать ничего напрямую из Engine Content, так что даже если бы я не изменяла материал, я бы точно так же создала его копию. Заходим в новый материал и умножаем итоговый цвет на скалярный параметр интенсивности свечения. Назовем его Glow Intensity, и пусть он по дефолту равняется 100. Передаем результат в Emissive Color, и наша частичка светится. Заменяем материал в эмиттере, а теперь осталось изменить цвет частиц. И я предлагаю сразу завести для этого переменную, чтобы изменять цвет хвоста динамически. Переменная типа Linear Color под названием Color. По дефолту цвет оранжевый. Перетаскиваем переменную в поле Color. И еще один штрих, который я всегда добавляю к своим частицам, это маленький сдвиг по цвету. Назначаем Hue Shift Range от минус 0,01 до плюс 0,01. И цвет сразу становится не таким скучным. А для каких-нибудь магических эффектов можно расширить этот диапазон и получить еще больше вариаций цвета. В принципе, такой хвост меня устраивает, так что теперь добавим систему частиц вместе удара снаряда, чтобы шарик высекал фонтан искр. Давайте создадим еще одну систему частиц в папке VFX, на этот раз на базе темплейты Omnidirectional Burst. И назовем ее NS Hit. И эта система устраивает меня в своем изначальном состоянии. Я только хочу заменить материал на тот, что мы недавно создали, Default Sprite Material Glow, и создаем переменную для передачи цвета, точно так же, как в системе NS Trail. Тоже оранжевый цвет по дефолту. Перетаскиваем ее в поле Color и изменяем Color Mode на Random Hue Saturation Value. Hue Shift Range от минус 0,01 до плюс 0,01. Готово. Теперь давайте заспавним эту систему частиц вместе удара снаряда. По событию Hit добавим Sequence и пока, независимо от дальнейшей логики, просто спавним систему частиц при каждом ударе. Нода Spawn System at Location. Темплейта NS Hit. А в качестве Location нужно передать точку соприкосновения снаряда с другим объектом. Чтобы ее найти, вытаскиваем из ноды Hit поле под названием Impact Point. Это и есть та самая точка удара. Запустим игру и посмотрим, что происходит.
Действительно, в месте удара снаряда вылетают искры, но перед исчезновением снаряда происходит что-то странное. Как будто коллижены соприкасаются множество раз и получается кучка фонтанов. Кроме того, я хочу контролировать количество рикошетов снаряда, чтобы он не катался бесцельно по сцене. Поэтому доработаем наш блупринт. Давайте создадим переменную hit-count типа integer, которая будет содержать количество рикошетов снаряда, и будем увеличивать ее на единицу каждый раз, когда случается событие hit. Для системы частиц NSHit забиндим событие onSystemFinished, для того, чтобы уничтожить снаряд после того, как анимация взрыва завершится. Однако нельзя просто уничтожить снаряд после первого удара, иначе не будет рикошетов. Так что объявим еще одну переменную типа integer maxCount, которая определит максимальное количество рикошетов. Думаю, что ее следует назначить при спавне снаряда, и пока пусть будет равна единице, чтобы было удобнее тестировать логику. А теперь давайте сравним hit-count и max-count, и только в случае, если количество ударов превысило максимально допустимое, удаляем снаряд. И кажется, наша логика не работает. Снаряд по-прежнему мечется по всей сцене и высекает искры. И виной тому отложенное удаление актора. Пока анимация частиц активна, снаряд продолжает биться обо все поверхности. Давайте это исправим. Для начала вынесем спаун системы частиц в отдельное событие spawnHitSystem, чтобы распутать макароны на графе. Location передадим в качестве параметра. И условие, по которому снаряд должен быть уничтожен, тоже перенесем во входные параметры. Назовем его DestroyActor. Соберем это событие в отдельную коробочку с комментарием. Если вдруг вы забыли, то это можно сделать, нажав клавишу C. А теперь давайте разбираться с рикошетами снаряда, который ожидает уничтожения. Проверим параметр DestroyActor, и в случае, если снаряду выдана черная метка, отключаем для него Collision, чтобы удары больше не регистрировались и не триггерили событие Hit. Скрываем меж снаряда, потому что визуально он уже взорвался и не присутствует на сцене. И, наконец, деактивируем систему NSTrail, потому что следа за этим снарядом тоже больше нет. Таким образом, мы уничтожили все части снаряда, кроме системы NSHit, которая должна завершить свою анимацию, и только тогда актор будет уничтожен. Осталось вызвать событие spawnHitSystem по событию Hit. Передаем Impact Point в качестве Location, а в качестве флага DestroyActor передаем сравнение количества рикошетов с максимально допустимым. Запускаем сцену и проверяем, как все работает. С одним рикошетом все прекрасно. Снаряд ударяется один раз и красиво исчезает. Давайте увеличим количество рикошетов до 3 и снова проверим алгоритм. Теперь шарик отскакивает от окружающих объектов ровно 3 раза. Причем на 3-й исчезает. Все, как мы задумывали. Осталось добавить красивые следы от снарядов на стенах. И в этом нам поможет декаль или наклейка. Проецируемое изображение, которое добавляется на поверхность объекта в сцене без изменения геометрии. Создадим новый материал для наклейки в папке с материалами и назовем его mBulletDecal. Устанавливаем материал domain равным DifferentDecal, а Blend Mode равным Translucent. В качестве изображения используем для теста любую текстуру, которая вам попадется в списке. А если вы работаете с моей демкой, то нужная текстура там уже есть. И передаем альфа-канал изображения в Opacity. Теперь вернемся в Blueprint снаряда и по событию Hit добавим ноду spawnDecalAtLocation. Установим время жизни наклейки 20 секунд. По дефолту здесь 0, то есть следы от пуль не исчезают никогда. Размер изображения немного разрандомим, чтобы выглядело естественнее. Я поставила от 10 до 50 для начала. И в качестве позиции передаем все ту же точку столкновения, Impact Point. И назначаем наклейки материал, только что созданный нами, mBulletDecal. Обратите внимание, что Rotation я пока оставила дефолтным, так как это самая сложная часть настройки. Давайте посмотрим, что получилось. А получилась интересная ситуация. Наклейки действительно появляются в местах попадания пуль, однако поворот текстуры правильный только для пола, а на стенах явно что-то не так. Ну и размер у них просто огромный, так что давайте исправлять. Чуть уменьшим размер и приступаем к вычислению поворота. Hit Result предоставляет нам не только точку попадания Impact Point, но и нормаль к поверхности в точке попадания Impact Normal. И вот она-то нам и поможет. Однако просто передать нормаль в Rotation не получится, так как поворот требует полноценной ориентации в пространстве, а нормаль – это всего лишь одно направление.
Поэтому мы используем ноду Make Rotation from Axis, чтобы преобразовать нормаль в полноценный поворот. Теперь все декали правильно лежат на поверхностях, но мне не нравится, что все они слишком одинаково выглядят. Давайте добавим немного хаоса в их направлении. Создадим новый ротейтор и передадим оси Y и Z из ноды Make Rotation from Axis. А вот ось X разрандомим в диапазоне от 0 до 350. Это и будет угол поворота текстуры. Запустим игру и постреляем. Теперь следы от снарядов выглядят достаточно разнообразно и не скучно, на мой взгляд. Самое время заменить текстуру на что-то более подходящее. У меня для этого след от пули, сгенерированной нейросетью. Импортируем текстуру и переходим в материал наклейки. Заменяем текстуру на чистовой вариант. Однако в качестве цвета я собираюсь передавать параметр, а текстура мне нужна только для альфа-канала. Векторный параметр Color будет принимать цвет, и по дефолту он, конечно, оранжевый, как и все частицы и сам снаряд в нашей демке. Кстати, о снаряде. Стоит и его материал сделать веселее, раз уж в нашей сцене все такое сияющее и волшебное. Создадим новый материал в папке с материалами и назовем его M-Bullet Glow. Создаем векторный параметр для цвета под названием Color какого-нибудь приятного цвета и умножаем его на скалярный параметр Glow Intensity, который по дефолту будет равен 10. И передаем все это в Emissive Color, чтобы получить красивый светящийся шарик. Заменяем материал для меша нашего снаряда на M-Bullet Glow. И можем снова пострелять, чтобы убедиться, что все работает как задумано. Программу минимум мы выполнили, и для желто-оранжевых шариков все выглядит прекрасно. Однако, если я захочу изменить их цвет, например, на красный, то мне придется менять его в 4 разных местах. Давайте сделаем общее свойство класса и динамическую замену цвета снаряда. И начнем с динамического материала шарика. Создаем динамический инстанс материала для сферы из исходного материала в Construction Script. Как вы помните, параметр цвета в нем уже есть, так что теперь мы можем задать значение векторному параметру Color, а его значение превратим в переменную типа линия Color, конечно же под названием Color, которую мы определим как публичную, задаваемую при спавне, и желтую по дефолту. Теперь можно задать цвет системам частиц и материалу декалей через эту переменную. Вернемся на Event Graph и опишем событие BeginPlay. По BeginPlay зададим Color параметр для системы частицы NestRail и передадим туда общую переменную цвета частицы. Я также решила перенести логику замены цвета материала меша из Construction Script в BeginPlay, чтобы было нагляднее. Позже мы вынесем изменение цвета в отдельное событие. Затем переходим в событие Spawn Heat System и задаем цвет системе частиц NSHeat после ее спавна. Так же, как в системе NestRail, изменим Color параметр в качестве переменной Color, передаем в систему общий цвет. И, наконец, передадим цвет в материал наклейки. После спавна декали создаем динамический инстанс для ее материала и передаем переменную цвета в векторный параметр материала под названием Color, точно так же, как мы это делали для материала шарика. Теперь можно изменить цвет материала на мой любимый и снова загрузить сцену. Снаряд, след от него, взрывы от ударов и следы на стенах – все меняет свой цвет синхронно после изменения всего лишь одной переменной. Чистая магия программирования в действии. Но и это еще не все. Дальше мы дадим игроку возможность самому задавать цвет пули в процессе игры. С логикой в Blueprint PP First Person Projectile мы закончили. Осталось немного навести порядок. Вынесем создание декали в отдельное событие, чтобы улучшить читаемость кода. Передадим позицию и поворот наклейки через input события. Обязательно оборачиваем свои события в красивые и понятные комментарии. В первую очередь для будущего себя, который через год откроет этот проект и будет ругать того, кто оставил бардак в блупринтах и не причесал макароны. И для передачи цвета в меж и систему NestRail тоже создаем кастомное событие. Кажется, что оно лишнее, однако, если понадобится сетевая репликация или смена цвета не по BeginPlay, а, например, после каждого рикошета, вы скажете себе спасибо за то, что потратили лишнюю минуту на наведение порядка. Я знаю, о чем говорю, потому что в процессе кодинга мои блупринты похожи на сон макаронного монстра с похмелья. Кстати, я обычно выделяю BeginPlay зеленым цветом, чтобы легче его находить. Проверяем, не потерялось ли ничего по дороге, и после этого можно считать, что блупринт снаряда готов. И если вы хотите посмотреть на него внимательнее, не мотая видео, качайте исходники или загляните в README гита для этого проекта, там есть скрины с макарошками.
Еще один важный момент, который я забыла показать. Давайте изменим рендеринг частиц CPU на GPU для повышения производительности. В системе NSTrail в свойствах эмиттера изменяем Sim Target с CPU Sim на GPU Compute Sim и устанавливаем Calculate Bounce Mode в значение Fixed. Аналогично поступаем с системой NSHeat. Таким образом, мы передаем задачу симуляции частиц с процессора на графическую карту. Возможно, на таких простых системах прирост производительности будет минимальным, однако это хорошая практика в разработке игр. Давайте дадим пользователю возможность изменить цвет снарядов. Для этого перейдем в Blueprint BP Weapon Component, в котором и описана логика спавна снаряда. Находим ноду, которая создает снаряд, и в ней уже есть наш параметр цвета. Теперь можно изменить цвет на моменте спавна снаряда. И если, например, создать массив цветов, из которого будет выбираться случайный, то можно получить радугу. Кот, ослу, жирафу, зайке, голубые сшил фуфайки. А как вы запоминали цвета радуги в детстве? Пишите в комментариях свои варианты, если, конечно, в вашей стране радуга не запрещена. А у нас на сцене, кажется, стошнило стадо единорогов, и повсюду летает магическая пыль неизвестной природы. Лично мне такое нравится, но я же прежде всего программист, и только потом грибная фея. Поэтому сделаем цветной хаос чуть более управляемым. Возвращаемся в Blueprint BP Weapon Component, вынесем цвет снарядов в переменную и назовем ее Bullet Color, а затем назначаем клавиши для смены цвета снарядов. Клавиш будет 7, и все цвета радуги будут располагаться от 1 до 7 соответственно, от котика до фуфайки. А в конце, конечно, обернем эту логику в комментарии и поставим галочку для отображения надписи на зум-ауте. Теперь точно все готово. Можно менять цвет своих снарядов на лету. Наверняка вы найдете практическое применение этой механики в своих играх и поделитесь им со мной в комментариях. А я благодарю вас за внимание, приглашаю подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Нескучных вам игр и приятного программирования!